Привет, друзья! Давно я уже хотел рассказать вам про этот iPhone на андроиде. Да-да, я не оговорился, это именно iPhone на андроиде. Не зря его так окрестили в самом начале его появления. И я сегодня вам докажу, почему это выражение как никогда подходит для Nothing Phone 1. В этом смартфоне одни плюсы, но есть и нюансы. Давайте рассмотрим все подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Итак, начнем с того, что я решил перейти со своего старенького iPhone XS Max, который меня радовал года два, на что-то более новое. И, конечно же, я мог купить какой-нибудь iPhone 14, например, или даже iPhone 15 базовый, а может и прошку. Но времена такие, что программы какие-то не установить, какие-то проблемы вот с оплатой и так далее. Я уже об этом говорил в предыдущем ролике. Поэтому выбор и пал на выбор Android смартфона. Но спустя 10 лет пользования iPhone, конечно же, я привык уже к этой оболочке, системе, к дизайну, к фотографическим качествам, качествам видео. И вот это все вот ауры айфонов. К ней быстро привыкаешь, и она довольно-таки комфортна. Если бы не те проблемы, о которых я уже сказал. Почему Nothing Phone 1? Отвечу просто. Дизайн айфона привычный, рубленые грани, две камеры, что для меня немаловажно, одинаковые борта вокруг экрана, потому что я эстет, мне так нравится, я художник, я так вижу. И, конечно же, те плюшки, которые нам дарит этот телефон. Смартфон от Carl Pei наделал много шумихи вокруг себя при появлении, при позиционировании его, потому что он как раз-таки как разработчик и хотел взять все самое лучшее от дизайна айфона, проверенного, который многим нравится, что тут скрывать, и взять Android-систему, которая лучше настраивается, много фишек, можно установить программы, можно продублировать программы, чем я, кстати, и пользуюсь, очень удобно. Но так выходило, что Samsung, Google нам все-таки не дарили те эмоции, которые дарит iPhone, благодаря и своему дизайну как раз. И вышла вот такая вот модель, в которой потрясающий экран наравне iPhone, с поддержкой Always On Display, с поддержкой 120 Гц, с классной цветопередачей, одной из лучших калибровок. Это AMOLED, шима здесь нет. И сегодня я рассказываю, конечно же, не про характеристики смартфона, а больше про эмоции, которые он мне подарил спустя 2 месяца пользования. И что самое крутое, он неплохо настраивается под себя. Можно даже сделать стиль айфона, потому что он мне привычен. Для начала я так и сделал. Пак иконок можно, кстати, скачать с интернета и установить. Все прекрасно работает, все очень привычно. Открывается, работает, 120 Гц. Отключил вот эту новостную ленту, которая, так мне кажется, бесит. Отключил полоску гугловского поиска, тоже не нравится. И, в принципе, виджеты все настроил под себя. На экране блокировок тоже можно настроить виджеты. Здесь мы видим, например, я поставил здесь калькулятор, включение-выключение ночного режима, будильник, температуру воздуха за бортом, ну и все, что вот так мне нужно. Разблокировка по лицу здесь работает. Когда достаточно света, все прекрасно воспринимается и, в принципе, устраивает. Также здесь есть разблокировка по отпечатку пальца. Да, многие могут сказать, что он находится слишком низко, и это не флагманское решение, но, в принципе, никаких проблем в этом я не вижу. Экран, как я уже сказал, здесь топовый, без шим, без каких-то напряжений, но яркость экрана автоматически регулируется плохо. Минус. Также яркости не хватает в очень солнечный день, но благо или не благо, конечно же, таких дней в России не так уж много, когда мы можем страдать от солнца, и поэтому яркости максимальной хватает. Но вот этот ползунок, который, кстати, в андроиде вот таким двойным тапом опускается, приходится регулировать самому вручную каждый раз. Перед сном, днем или при выходе на улицу. Вот такой минус. Да, мы здесь сегодня собрались не только чтобы облизывать этот телефон, поэтому и минусы, конечно же, озвучены будут. Их немного, но они есть. Вообще позиционирование этого смартфона, мне кажется, если сравнивать с айфонами, конечно же, он на уровне такого 12-13 обычного айфона. Но с плюшками. Здесь есть Type-C, которого нет в 12, 13, 14, и есть 120 Гц и Always On Display. Это все большой
Плюс, я считаю, учитывая демократичную цену за первую версию, она стоит и стоила в районе 30 тысяч, что вполне приемлемый средний бюджет. За эти деньги мы получаем прекрасный дизайн, металлический корпус, стекло с двух сторон, фишка в виде глифов, которые я сделал на минимум, и они вот так вот дополняют немножко звонки. Плюс мне казалось, что я не буду пользоваться вот этой фишкой, когда мы ставим смартфон на стол, и он переходит в беззвучный режим. Я этим пользуюсь, и это классно. Главным, конечно же, плюсом телефона на андроиде сам Android. Можно установить любые программы, можно сделать дублирование программ. Мне кажется, это большой плюс. Из минусов, конечно же, приходится привыкать к неким вот этим фишкам, где, чтобы изменить, например, какую-то фотографию или видео, нужно нажать «Изменить», но сохраняется все это как копия, потом старую фотографию надо удалить, обратно это все не вернуть. Короче, есть свои заморочки некие. И еще из минусов, что я заметил, качество встроенного микрофона. Оно плохое. Любые записи звука, видео, либо голосовые сообщения в WhatsApp или в Telegram записываются хуже, чем в iPhone. Справедливости ради скажу, что сравнивал с другими Android смартфонами, и у многих такой косяк. Думаю, что у Samsung, по крайней мере флагманских, точно таких проблем нет, и звук записывается на них лучше. Напишите в комментариях, сравнивали ли вы и какое качество записи звука на вашем телефоне. Но, как по мне, все-таки плюсов больше. Та же клавиатура, например, в Android смартфонах по дефолту она довольно-таки удобная. В буфере сохраняется несколько выделенных объектов, там фотографий или текста, что тоже, мне кажется, удобно. Вот такие вот всякие мелкие фишки у Android, они приятнее. Этот смартфон поддерживает беспроводную зарядку. С помощью этого смартфона можно зарядить по беспроводу, например, наушники или часы, положив их сюда. Все это поддерживается, это, мне кажется, тоже огромный плюс. Экран плоский, поэтому наклеить на него стекло не проблема. На заднюю сторону, чтобы ее все-таки защитить, я купил вот такой карбоновый чехол, что и вам рекомендую. Крутая вещь. Даже если буду менять на что-то другое, обязательно буду заказывать вот такие вот настоящие карбоновые чехлы. Стоят в районе 2000 рублей, но оно того стоит. Это не пластик, карбон, он ультра тонкий, супер легкий и, можно сказать, невесомый. Ощущение, что вы держите телефон без какого-то бампера, чехла, но он у вас все-таки защищен, и это хорошо. Про плюсы поговорили, про настраиваемость андроида вы и сами прекрасно знаете. Поговорим о небольших минусах. Их, в принципе, немного. Это, конечно же, в сравнении с айфонами, это камера. Камера здесь хуже, конечно же, чем у айфона. Вот здесь характеристики я выведу. Ее допилили, она неплохая. Среди Android смартфонов, я считаю, видео снимает достойное. Фото тоже нормально. Есть широкоугольник, есть обычный объектив. Фронталка, которая находится сбоку в виде точки, тоже несомненный плюс. Она абсолютно не бросается в глаза, как на айфонах, будь то монобровь или даже Dynamic Island. Выглядит все более эстетично. Я, наверное, сейчас часть видео сниму как раз на него, чтобы вы сами видели, как он снимает. И могли сделать вывод, конечно же, сами. Вот так снимает видео этот смартфон. Мне кажется, какое-то время посмотрите с него картинку. Мне кажется, снимает он неплохо. 4К, 30 кадров в секунду поддерживает. Идеально. При Full HD у него хорошая стабилизация, и снимать где-то на улице на встроенные 256 гигабайт, мне кажется, вполне себе. Да, и, кстати, и смартфон вышел с памятью 8256, как у меня, или 12256. Мне кажется, идеальная середина, памяти хватает, карты как-то увеличить встроенную память нельзя, но встроенный 256 вполне себе ок. Второй небольшой минус – это его процессор. Он не супер мощный, это Snapdragon 775, но для игр, возможно, его маловато. Я не играю в игры. Для повседневных задач вполне себе хватает, как и оперативки. Супер быструю зарядку он не поддерживает. Вот знаете, как, мне кажется, позиционировал ее при создании Carl Payne? Он взял всего понемногу, средние характеристики, взял все по рынку в среднем качестве, но то, что работает, и то, что будет устраивать потребителя. И сделал, конечно же, хорошую
цену. Про цену поговорим дальше. Вышла вторая версия. Мне, кстати, по дизайну она нравится меньше. Вот эти покатые края как-то выглядят более по-китайски, что ли. Хотя это китайский бренд. Плоские мне нравятся больше. Сейчас выходит новый Nothing Phone 2A, который будет вроде как по скорости, как вторая версия, но по дизайну это вообще какое-то что-то из другой оперы. Поэтому, если вдруг решите купить данный смартфон, я рекомендую именно первую версию, которая пока еще продается, и можно ее купить за вменяемые деньги, можно купить на БУ рынке в хорошем состоянии, почему нет, и наслаждаться айфоном на андроиде. Напишите в комментариях свое мнение по этому поводу. Как вам смартфон, как снимает смартфон видео. Вот такой обзор и свои впечатления о данном телефоне. Пока он меня полностью радует. Возможно, я перейду на другой смартфон, опять-таки, или на iPhone, только потому, что для меня, конечно же, важно, как смартфон снимает видео и фото. Поэтому оставайтесь на канале, впереди будет много интересных новостей и обзоров. Спасибо за ваши лайки, подписывайтесь, конечно же, на канал, чтобы не пропускать все самое интересное, которое будет впереди. А пока, пока-пока.